Здравствуйте. Сегодня я решил дать пару позиций на расчет. Как я говорил, у меня есть интересная тетрадь с почерком Валерия Ивановича Свизинского. И я не знаю, это позиция Валерия Ивановича, либо кого-то другого, но записано его почерком. Потому что более-менее я его почерк помню. И вот давайте, я надеюсь, он не обидится, что я дал эти позиции. Давайте порешаем. Ход белых. И я делаю паузу. Я не знаю, для какого вот разряда это, потому что сейчас разряды чуть-чуть разнятся. Даже в разных тренеров разные, то есть уровни разрядов у учащихся. Поэтому сложно мне сказать. Давайте просто разберемся, если кто дает в учебно-тренировочном процессе, сами, я думаю, тренера, и кто дает, разберутся, либо кто смотрит, разберутся в этих позициях. Так, паузу сделал. Нажмите тоже на паузу, если будете решать. И давайте буду показывать решение. FG5. То есть с угрозой на H6. Естественно, этот ход сразу опровергается. Надо FE5. Побить на H8. BC5. И вот здесь вот ход CD4 такой. И главное решение вот это. Так, и давайте, что еще тут с решением есть. На CD4. Естественно, если куда-то отдавать в любую сторону, то просто отдача идет. И вот такое решение. Следующая позиция. Тоже здесь ход белых, но здесь вот чистая достаточно позиция. В том плане, что чистое решение, позиция. Ход белых, еще раз напоминаю. И давайте я маленькую паузу буквально сделаю и покажу эту позицию. В этой позиции, естественно, если ходить сюда, то будет вот этот ход. То есть на бой F4 будет на C1. А если назад, то сюда. Естественно, надо отдавать. Ну, просится этот ход. Просится HG5. Ну, вот GH6 и HG7. Итак, здесь все достаточно непросто в этой позиции. То есть, если сюда. Так, кстати, вот у меня шашки почему-то не хватает. Может, куда тут ходить, я не знаю. Ну, давайте так. И до выигрыша далеко. Но в этой позиции ходят ED2. D. И вот здесь вот позиция 1 на 1 получается. FG. Вот здесь тоже позиция очень интересная. Ход белых. Давайте я сделаю паузу. Нажмите на паузу и попытайтесь решить. Давайте я буду показывать ее. ED6. Грозит угроза. DE. Напали. И вот здесь вот интересная идея. И отдать, собственно говоря, некуда. Получается. Какой-то такой ход. И вот получается. Я, кстати, встречал Валерия Ивановича уже такие позиции. Вот именно, что некуда отдать дамку, шашку отдать, и дамка сбивает. Вот такая вот позиция. И здесь CD2, естественно, хода. Да, быстро достаточно пошел. Естественно, вот этого хода нету, потому что так ходить надо. И надо так. И здесь давайте, я вот здесь вот паузу сделаю. Там, конечно, не сделал паузу плоховато, но как получилось. АБ. ФЕ. Ну и вот такое решение.
Здесь тоже ход белых. Очень интересная позиция. Давайте тоже подождем чуть-чуть. Естественно, если ходить dc5, то получается вот это вот. Но позиция здесь интересна тем, что финалом интересно. Наверное, здесь автоматом, конечно, считается. Но вот для расчета хорошая позиция, очень хорошая. Fe7, но другого я не вижу, в принципе. Естественно, нападать сюда нельзя, потому что получается вот эта идея. CB. Побили на F4, BC3, на H6. Здесь, естественно, сюда не пойдешь, потому что вот этот ход. А на CB2 вот эта вот идея хорошая. То есть ставить сюда нельзя. Из-за этого. И ловля идет с последующим запиранием шашки. Вот такая вот идея. Так, ну вот, наверное, и все, что я хотел вам сегодня показать. Такое краткое видео, но позиция достаточно интересная, я считаю. Так, до новых встреч.